Этот город забит граффити, как тело Конора Макгрегора, татуировками. Миллениалы и зумеры самовыражаются на фасадах домов, заборах и столбах. Сегодня это безобидное и очень красивое занятие. Вот только так было не всегда. Еще несколько лет назад за уличное граффити здесь могли оштрафовать, арестовать и даже убить. Добро пожаловать в Боготу. Вы в Колумбии, и это жизнь других. Что мы знаем о Боготе? Говорят, тут очень опасно. Но ведь как-то же люди тут живут, рождаются, ходят в школу, на работу, женятся. Может быть, не все-таки страшно, а? Давайте же сегодня об этом все и узнаем. 10-миллионная столица Колумбии расположена высоко в горах. В этом городе блестящие небоскребы стоят прямо по соседству с колониальными домами. Уровень безопасности днем относительно нормальный, но не стоит терять бдительность. А вот прогулки поздним вечером в некоторых районах лучше отменить. Поэтому, если бы я родилась в Боготе, то, возможно, как и Люсера Тенария де Гарсия, жила бы в охраняемом районе, чтобы случайно не столкнуться с местными преступниками. А возможно, и вовсе жила бы за городом, как и семья Гильен. Выращивала бы тростник и продавала бы сахар своим соседям. Но, возможно, судьба злодейка занесла бы меня в один из бедных районов столицы, как и семью Хименес, и я бы мечтала стать знаменитым поваром, чтобы найти престижную работу и помогать своей семье. Как определить уровень жизни человека? В Боготе можно просто спросить, в каком районе ты живешь. Если в 6-м районе, значит, ты очень богатый и обеспеченный. Ну, а если в 1-м, вы сами понимаете, в 1-м, ну и в Африке в 1-м. Северная часть города считается наиболее безопасной и престижной. Тут живут богатые, обеспеченные люди в больших, красивых и хорошо охраняемых домах. Южную часть города называют самой опасной и бедной из всех. Тут лучше быть осторожнее и не появляться по ночам, либо же без сопровождения. Иначе, в лучшем случае, вас могут просто обчистить. Но на этом разница между жителями бедных и богатых районов не заканчивается. До того, как я поступила в университет, я жила будто в пузыре. Я не видела бедных и не пересекалась с ними нигде. Каждый родитель из более обеспеченных семей хотел бы, чтобы его ребенок нашел себе пару под стать. Я бы огорчилась, если бы моя дочь выбрала себе в пару кого-то из бедных жителей. Когда детям исполняется 6 лет, колумбийские родители тщательно выбирают для них школу, чтобы обеспечить им лучшее будущее. Каждый из нас учится сначала 3 года в подготовительной школе, потом 5 лет в начальной, а затем 6 лет в средней. Школа в Боготе как школа. В каждом районе есть своя. Начинается она в 6:30 утра. Тут детей бесплатно кормят. И есть обязательный психолог в школе. И вот такие разноцветные ящички. Боже мой, красота! Государственных школ хватает не на всех, поэтому во многих из них по 2 смены. Первая смена начинается на рассвете и длится до полудня. Вторая же послеобеденная заканчивается ближе к половине 7 вечера. В каждой школе все обязательно носят форму.
У каждого из нас есть 3 комплекта. Один парадно-выходной, второй ежедневный и третий спортивный. И в день физкультуры каждый из нас весь день ходит в спортивной форме. Полный комплект формы обойдется в 280 тысяч песо. Но в остальном родители на школу не тратят ни копейки. Но если вы отдадите своего ребенка в частную школу, то будьте готовы платить от 17 до 35 миллионов в год за его обучение. А вот высшее образование себе могут позволить либо очень умные, либо дети обеспеченных родителей. Стоимость семестра варьируется от 7 до 18 миллионов песо. Вот и посчитайте, многие ли себе могут это позволить с зарплатой в 1 миллион за месяц, в лучшем случае. Поэтому приходится либо брать кредиты, либо сразу же идти работать. В Колумбии высшее образование очень дорогое. Но если ты коренной житель, то для тебя это бесплатно. Слава богу, представляешь? Хоть кому-то. На территории Колумбии проживает множество коренных народов, или, как их часто называют, индейцев. Они живут в отдельных общинах и часто отстаивают свои права и просят о помощи и льготах. Каждый год во многих университетах выделяют часть льготных мест для коренного населения. Но места могут получить только те студенты, которые обязуются после получения диплома вернуться в свою общину и работать на ее благо. И чтобы продержаться до получения диплома, каждому надо быть сконцентрированным на учебе. И в этом им помогает не кофе, не крепкий чай и даже не энергетический напиток, а всего лишь молотые листья коки и молодые ракушки из Карибского моря. Я все поняла. Это листья коки, это ракушки с коки. Для чего? Для мудрости и лучшей концентрации. Для мудрости. О, это же мне надо. Капец. Это... И вы прямо ходите в институт, в университет вот с этим и едите, и у вас мудрость сразу в голове появляется. Да, конечно. Кока – важное растение в нашей культуре, и без него никуда. И вы все это едите, да? Я из региона возле Амазонки, и у нас такое едят только старейшины. Для просветления. Ой, ну я старше тебя, я могу попробовать. Извини, конечно. Редкая. Или подожди, или нет? Ты сейчас все поймешь. У листьев коки много полезных свойств. Ну да, я знаю. Я знаю. Как бы многих это ни смущало, но листья коки содержат кальций, магний, фосфаты и витамины. А главное, быстро утоляют голод. Да уж, жаль, что волшебные свойства круассанов и солями индейцы не верят. Их бы я с большим удовольствием съела. А что тебе можно есть? Я люблю тапиоку. Это порошок из корнеплода. Можно просто так есть, а можно и в супчик добавить. Нормально, да? Вы шутите все? А вы нормальную еду едите? Да, конечно. Слава богу. Иначе так голодной можно остаться, слушай. Мне никак не давал покоя макияж на лице у одного из студентов. Неужели он так тщательно готовился ко встрече со мной? А почему ты с макияжем, а ты нет? По особенным случаям мы красим себе лицо краской из листьев. И таким образом демонстрируем свою благодарность этому миру. Ой, я тоже каждое утро благодарю мир и тональный крем наношу. И благодарю. Заканчивается тональный крем, боже, так страдаю. Чем любят перекусить индейцы, мы с вами узнали. Ну и колумбийцам есть чем нас удивить. Ой, ну, все знают, что я на завтрак обожаю кофе. А если он еще и с круассаном, то это вообще красота неописуемая. А колумбийцы на завтрак обожают горяченький, жирненький, на кости супчик. Какой кошмар. Это наше знаменитое колумбийское блюдо. Это как паста в Италии или бургер в Америке. Никак без этого. О, обожаю, когда мама мне его готовит. Это самое лучшее блюдо, особенно после веселой вечеринки. Оно отлично восстанавливает водный баланс. Жителей богаты дважды приглашать к столу не надо. Они и так любят это дело. Но любят не только есть, но и готовить.
И для некоторых это становится билетом в счастливую и безбедную жизнь. В Колумбии очень большая безработица, но если ты повар, у тебя всегда будет работа, представляете? А мама мне говорила, Жанна, учись готовить. В Боготе множество кулинарных школ, и абсолютно каждая пользуется спросом, несмотря на свою практически космическую стоимость. Наш двухгодичный курс повара-кондитера обойдется в 28 миллионов песо. Но это возможность вырваться из нашей реальности, увидеть Париж, Барселону или Майами, куда мы отправляем своих учеников на практику. И именно за такие возможности готовы платить наши студенты. Я долго откладывала на эти курсы, и частично мне помогла дочь. Эти курсы и кулинария были моей мечтой. Теперь передо мной открыты все дороги, и я даже смогу открыть свой собственный ресторан. Пока одни уедут из Колумбии навсегда, другим, если повезет, устроиться на работу здесь. Начинающий повар получает около 1,5 миллиона песо и по мере появления опыта может зарабатывать в 3 раза больше. Учителя получают от 1 300 000, врачи от 2 миллионов, а адвокаты и вовсе могут получать в месяц по 3 миллиона. Но главное здесь найти хоть какую-нибудь работу. Ведь в Колумбии острая нехватка рабочих мест. Однако при большом желании не в городе, так в пригороде работа всегда найдется. Ну, в Боготе уже, как известно, безработица очень большая. Но вот мы выехали за пределы города и приехали в семью, которая... Ой, осторожнее, наступи на собачку. В семью, которая выращивает сахарный тростник. Сейчас посмотрим, как они тут живут. Так, что у нас здесь? Ого! Ничего себе, вот это дом, представляете, в котором живут люди. Оля! Добрый день. А сколько вас тут человек живет? 6 человек живет, и сейчас еще 10 работников. Ну вот это вот работники, да? А что они делают? Там дымится, все, что там происходит? Они вываривают сахарный тростник и делают панеллу. Панелла – самая любимая сладость всех колумбийцев, сделанная из сока тростника. В Колумбии производство панеллы является одним из самых успешных бизнесов, ведь каждый колумбиец съедает минимум 34 килограмма панеллы за год. Ну и как? Нервов много. Вы, наверное, ночами не спите, все время переживаете и работаете, да? Как проходит вот ваша жизнь? В нервах? Нервов хватает, сеньора. Встаем рано, ложимся поздно, но пока сезон, надо заработать. На Педро работает 10 человек, которые живут по соседству с ним. Вот тут, дымится все. Ого, у вас такое производство? Вот это вот панеллу вы делаете, да, здесь? Да, сеньора. У вас какой рабочий день? Сейчас работаем с 2 часов утра и до 6 вечера. С 2 утра, это вот вы с 2 утра, назовем это утро, с 2 ночи, это будет вот здесь вот стоите? Да, Наверное, спать хочешь, да? да, хочу, но надо работать. Ну да, я тоже встала сегодня в 5 утра, тоже хочу спать, но мне тоже надо продолжать работать. А у вас есть обеденный перерыв? Есть. Быстро перекусили и за работу. Ты прям как мы. Вот мы точно так же работаем. Да, вот мой оператор уже так стоит, ждет перекусочку. Я очень люблю панеллу. Это самая вкусная сладость в мире. Кило панеллы стоит 4500 песо. Мы добавляем ее и в чай, и в лимонад. Используем ее в качестве энергетика, а также лекарства. Она отлично помогает во время простуды. К тому же в ней нет никаких добавок, поэтому можно есть ее без ограничения. Вот это я понимаю лечение сахаром. Надо будет как-то проверить этот лайфхак. Так, ну у вас тут очень жарко. А что это он выливает такую грязную воду? Что это такое? Это тростниковый сок. Это как карамель, ее можно есть. Ну, съешь это. Ну да, я тоже тогда. Ну да, дай маленькую, вдруг мне не понравится. Я не очень люблю сладкое. Как знаешь что? Круассан. Она похожа, короче, на ириску. На, оператор обожает, на, бери. Но
Прежде чем есть панеллу, придется собрать тростник и измельчить его. Вот, а это, так сказать, цех, где тростник, что его делают? Ну, его, видите, как в мясорубку. Вот так вот. А вы думаете, пришли в ресторан, взяли тростниковый сахар, и вам вот это вот так вот все хорошо? Нет, тут целое производство. А привозят его сюда с полей. Идем покажу, кто. О, вот на этих вот ослах привозят сахарный тростник. Морды грустные-грустные. Стоит себе, уже принесла, сколько могла тростникового сахара этого палок. И теперь стоит, грустит. И рядом с ней тоже друг. У них, наверное, сейчас обеденный перерыв. Такие хорошие такие. Ой, таскать это всю жизнь на себе, господи. Ну, а с другой стороны, что? Женщины тоже таскают на себе всю жизнь. Но если бы я все же родилась не в пригороде, а в самой богате, то часть своей жизни я бы провела в пробках на дорогах. Богата – огромный город. Здесь живет 10 миллионов человек. Представляете? Постоянные пробки, постоянные ай-яй-голуби. И, в общем, здесь метро просто необходимо. И его обещали тут построить. Но, как говорят, обещанного 3 года ждут. А в богате все 20. Метро – это наша несбыточная мечта. Сколько себя помню, а мне 37 лет, нам все обещают его построить. В пробках дорога на работу и домой занимает минимум по 2 часа. Мы уже активно разрабатываем дизайн метро и хотим приступить к постройке одной длинной ветки, чтобы соединить 2 отдаленных конца города. Вместо метро запустили скоростные красные автобусы. Каждые несколько минут они ходят по специально выделенным полосам. И ими пользуются даже владельцы авто. Чтобы как-то разгрузить улицы, в городе придумали закон, по которому машины с четными и нечетными номерами должны ездить в разные дни. Если сегодня не твой день, оставляешь авто дома и передвигаешься на общественном транспорте. Штраф за выезд в неположенный день составляет около 800 тысяч песо. У кого есть деньги, даже специально покупают вторую машину, чтобы каждый день можно было выезжать на своем авто. Но делают так только обеспеченные колумбийцы, которые живут в безопасных районах под номерами 5 и 6. И пришло время мне туда заглянуть в гости к семье Руэда. Вот это типичный дом. Мы пришли, видишь, тут собаки ходят, какие красивые. Вот так вот выглядит стандартный хороший дом в хорошем районе Богаты. Белые стены, видите, ничего нет, картины, очень пространство большое. Тут мебель, камин. Чао. То есть 300 метров, живут тут 5 человек в этом доме, 2 большие собаки. То есть коммунальные платят, что интересно, что в этом районе коммунальные платят гораздо больше, чем в других районах. Каждый месяц мы платим около 1 миллиона песо. Ведь все жители Богаты платят за себя и за малоимущих жителей, что я считаю жутко несправедливым. Жители 1 и 2 районов Богаты официально не платят налогов, а также бесплатно пользуются водой и электроэнергией, оплачивая лишь какие-то гроши. За них платят жители элитных районов на самом что ни на есть официальном основании. То есть тут обед, завтрак и ужин, и вот тут вот они завтракают супом. Вот как можно на завтрак есть суп? Понимаешь? Ну, может быть, для кого-то тоже непонятно, как можно на завтрак пить кофе с круассаном. Понимаешь? Видишь, у каждого все свои. Боже, какая красота. Суп супом, но по последним подсчетам специалистов, колумбийцы ежегодно выпивают около 400 миллиардов чашек кофе. Количество выпитого кофе уступает лишь объемам выпитой воды. И то ненамного.
Ну что сказать, родись я в богате, добавила бы им еще пару тысяч чашек в их ежегодную статистику. Самое интересное в Колумбии, дети, когда вырастают, совсем не спешат уходить из родительского дома, поэтому спальня у всех на века, так сказать. Это вот, не знаю, может, родительская, тоже 3 детей, понимаешь? Так, дальше тут у нас что? Еще одна спальня, тоже детская. А отсюда жена может подглядывать за мужем, потому что тут находится кабинет, и она подглядывает, как он тут работает. Видите, он там сидит. Ну, очень просторный и такой вот дом, где, ну, прям хочется танцевать, ну, или еще что-нибудь делать. Пока Марта следит за домом и детьми, ее супруг Оскар занимает руководящую должность в крупной международной компании. И так как достаток семьи хороший, Оскар часто балует свою жену дорогими подарками. Говорят, лучшие друзья девушек – это бриллианты. Возможно, но только не в Колумбии, потому что в Колумбии лучшие друзья девушек – это изумруды. В изумрудном бизнесе я 5 лет. Всему меня обучал мой отец, который посвятил этому всю свою жизнь. Ежедневная рутина Николаса состоит из придания формы, огранки и чистки камней. И уже после всего этого этот камень попадает в кольцо, которое потом будете носить именно вы. Ведь 75% всех изумрудов добывают именно здесь. Камни к нам попадают несколькими способами. Либо их добывают на шахте, либо же мы их покупаем на аукционе или рынке. Часто в обычных переулках богаты, не самых безопасных, между прочим, перекупщики торгуют драгоценными камнями, стоимость которых стартует от 100 и заканчивается 20 тысячами долларов. Для такого бизнеса потребуется не только знания, но и капитал. Как минимум придется купить специальную технику за 3-5 тысяч долларов. Но настоящие мастера могут легко окупить ее, ведь порой зарабатывают эти деньги за месяц. Вот только таким бизнесменам, как Николас, надо заранее подумать о пенсии, ведь государство делает выплаты только тем, кто был официально трудоустроен. Каждая женщина в 57 и каждый мужчина в 62, которые отработали 1300 недель, могут претендовать на пенсию. Их 2 вида – государственная и частная. И каждый работающий человек, по крайней мере, в одной из них зарегистрирован. Обязательный взнос составляет 16% от зарплаты, 12 из которых платит работодатель и 4 – сам работник. Я фермер, поэтому всю жизнь проработал на себя. Пока был молодой, не думал о старости и не делал никаких отчислений в пенсионный фонд. Поэтому сейчас, в свои 76, на пенсию я не рассчитываю. И чтобы узнать о жизни колумбийских пенсионеров, я решила встретиться с пенсионеркой Люсеро. Думала, она меня пригласит к себе в гости. Я вижу ее в кресле качалки, смотрящей телевизор, а она, на минуточку, позвала меня в салон красоты. И я не могла не воспользоваться моментом и тоже решила сделать себе красиво. Во-первых, ты очень, конечно, красивая женщина. Во-вторых, конечно, никогда в жизни не подумаешь и не скажешь, что ты пенсионерка. А в-третьих, я тебе скажу, что у меня представления о пенсионерах Колумбии были немножечко другие, пока я тебя не встретила. Скажи мне, так все живут, ну или многие, или вас только избранное количество женщин таких красивых? Благодарю, Жанна. Все дело в том, что я, как и многие колумбийские женщины, часто хожу в салоны и поддерживаю себя в форме. Дело не в достатке, а в отношении к самой себе. У нас множество салонов, где можно сделать красивую укладку от 10,5 до 30 тысяч песо и несколько дней чувствовать себя королевой. Многие перед работой или особенной встречей забегают в салоны, чтобы привести себя в порядок. И пусть весь мир подождет. Ну, а государство помогает вообще пенсионерам в Колумбии? Пенсия есть, но ее размер зависит от места работы и стажа. Я работала в международной компании, а муж был офицером. Но далеко не у всех такая счастливая пенсия.
Ой, хорошо вышла замуж, ты молодец. Ну хорошо, а вот скажи мне, просто интересно, вам жилось лучше до пенсии или на пенсии? Конечно же сейчас. Я могу нянчиться с внучкой и заниматься своими делами. Время принадлежит мне. То есть мое золотое время еще впереди. Класс. Несмотря на то, что Люсера прекрасно выглядит, ей 70 лет. Поэтому она видела, как менялся ее родной город. Богата сегодняшняя отличается от богаты десятилетней, 20-летней давности? Как вот изменилась она? Да, очень отличается. Она изменилась и только в лучшую сторону. Она стала больше, красивее и гораздо безопаснее. Еще каких-то 10-15 лет назад туристы объезжали Богату 10-й дорогой. Сейчас же все изменилось благодаря тому, что она стала безопаснее. Люсера, так же, как и многие ее земляки, кроме посещения салонов, регулярно ходит в церковь. В Богате и по всей Колумбии действительно много верующих. Хотя должен заметить, что их стало немного меньше. До недавних пор любого колумбийца могли оштрафовать за ложь священнику на исповеди. Колумбия очень религиозная страна. Здесь есть католические школы, тут запрещены аборты. Неужели церковь имеет такой вес? Очень интересно. Мы действительно против абортов. Ведь каждая жизнь священна, и даже маленький эмбрион имеет право на жизнь. И если женщина не хочет быть матерью, то она может отдать его на усыновление той паре, которая хочет, но не может иметь детей. Колумбия – светское государство, и в вопросах законодательства церковь не принимает никакого участия. В Колумбии много проблем, но одна из самых серьезных – это подростковая беременность. Но даже с ней сегодня колумбийцы начали справляться. Ежегодно в Колумбии 123 тысячи несовершеннолетних девочек узнают, что они беременны. Чаще всего эти девочки сами появились на свет, когда их мамам еще не было 18. И этот порочный круг никак не может оборваться из поколения в поколение. В Колумбии возраст сексуального согласия наступает в 14 лет. Но когда молодые девочки узнают, что скоро станут мамами, горе-отцы вмиг испаряются, и их сложно привлечь к ответственности, если все было по обоюдному согласию. Чтобы таких подростковых ошибок было как можно меньше, уже 30 лет во всех школах постепенно вводят сексуальное воспитание. Церковь полностью поддерживает эту инициативу, ведь молодежь должна ответственно относиться к своей сексуальности и ее проявлению. Но что делать тем, кто уже оступился? И кого, как и многих местных девочек, выставили на улицу беременную, несовершеннолетнюю и совершенно разбитую? Вот уже 20 лет в Колумбии работает организация, которая помогает молодым мамам от 14 до 19 лет. Организация уже помогла 4,5 тысячам девушек, начиная от психологической помощи и заканчивая обучением рабочей профессии. Мы хотим, чтобы девочки попрощались с чередой трудностей и стали сильными и независимыми женщинами, которые могут обеспечить совершенно другую жизнь себе и своим детям. Но не все поголовно рожают за школьной партой. В последнее время появилась тенденция рожать после 30 и не спешить с материнством. Все наши граждане имеют государственную медстраховку, которая полностью покрывает роды. Чаще всего в юном возрасте рожают девочки из бедных районов. И в одном из них живет Хорхе Хименес со своей женой и 3 взрослыми детьми. И мало того, что в доме и яблоку негде упасть, хозяин дома умудрился развернуть здесь свое небольшое производство хозяйственных губок.
Ну, слушай, для того, чтобы этот бизнес иметь, надо машину было купить, нитки, вот эти поролоны. Ой, я в детстве, знаешь, кроватки делала тоже. Так, мне бы в детстве такой поролон, ох, бы я была счастливая. Да это же, наверное, очень дорого стоит, да? Один такой большой поролон стоит 1000 песо. Из него можно сделать 200 губок. А вот метр материала, в который мы заворачиваем поролон, стоит 5000. А машинка такая дорого стоит? Она обошлась мне в 1 300 000 песо. А, я поняла. То есть, вот это и ваша спальня сразу? Вы тут с женой спите? Да, тут мы и спим. Вам хорошо, на работу никогда не опаздываете, правильно? Проснулись и сразу за рабочий стол, так сказать. До пандемии Хорхе сам был и директором, и мастером, и курьером на своем производстве. Но после того, как дети потеряли работу и вернулись в отчий дом, стали помогать отцу. В месяц мы продаем 13 000 губок по 400 песо за штуку. И теперь на эти деньги живет вся наша семья. Каждый месяц на коммуналку у семьи Хименес уходит около 300 000. Ведь площадь жилья очень скромная. Даже столу на кухне не нашлось места. А где вы за столом? Вы кушаете или как все происходит? Вы приготовили еду, а где вы едите? Либо стоя, либо на ходу. Времени на долгие трапезы все равно нет. А гости к вам приходят? Карантин. Какие гости? И правильно. Ну а если дни рождения какие-то отмечаете вы? По кусочку торта съели, по рюмочке опрокинули и хватит. Вот так вот стоя прямо, да, как шведский стол, да? Так встали, чин-чинь и все. Быстро хоть посуду мыть не надо. То есть, видишь, всегда можно найти какой-то плюс во всем. Правильно, девчонки, я говорю? Не больше места и в детской комнате, хотя и детской ее уже назвать сложно. А как вот вы втроем в одной комнате, вы взрослые люди, кто-то хочет посмотреть телевизор, кто-то хочет по телефону поговорить, кто-то хочет в компьютере. Почему? Я своего брата гоняла только так. У каждого своя кровать, так что мы не ругаемся. Идешь к себе на кровати, никого не трогаешь, да? Что тебе надо? Пусть что хотят, то и делают. У меня своя кровать. А ночью тут не холодно? Нет, все хорошо. Так, подождите, что-то тут не то. Вы не ругаетесь. У вас нет стола, чтобы праздновать дни рождения. Вам не холодно. Вы счастливы. У вас тут работа кипит. Что у вас плохо? Все отлично. Мы благодарим Бога, что есть работа, что дал нам крышу над головой и что всегда есть еда в холодильнике. Но, пожалуй, единственное, на что могла бы пожаловаться семья Хименес, это соседство с одним из самых небезопасных районов Богаты под номером 1. Сложно назвать Богату полностью опасной или полностью безопасной, ведь оба ответа будут неправильными. Хотелось бы чувствовать себя в Богате более защищенно, но это пока не так. Но как бы там ни было, мы все равно любим наш город и верим в лучшее. Я живу в одном из бедных районов города. Говорят, здесь творится что-то страшное. Лично я этого не замечал. Хотя, может, просто меня, как местного, никто не трогает. Многие взрослые жители города еще помнят, как совсем недавно все жили в страхе из-за Пабло Эскобара. Никогда не забуду, когда в новостных сводках были новости о терактах и взрывах. Я был еще совсем ребенком, когда Эскобар взорвал самолет с сотней людей на борту. Это было практически над Богатой. И пусть с каждым годом туристы все меньше боятся лететь в Богату, над безопасностью еще надо работать и работать. Каждый день минимум 1 человек пропадает. Сейчас в Колумбии 150 000 человек, которые числятся в списках пропавших без вести. За прошлый год в Богате из 27 000 исчезнувших удалось отыскать лишь 17 000. Остальные либо мертвы, либо так и не нашлись. Кто-то пропадает из-за того, что связался с криминальным миром, кто-то уехал в поисках работы и пропал со всех радаров. Ну а кто-то был замешан в микротрафиках запрещенных веществ. На кладбищах даже есть специальные зоны для безымянных могил для тех, кого не смогли опознать. У мэрии есть договоренность с некоторыми кладбищами, и все расходы на захоронение она берет на себя. Проблемы с поиском усложняет то, что у многих жителей Богаты и Колумбии в целом нет доверия к властям и к полиции. Поэтому они пытаются искать своих родных самостоятельно.
Даже с яркими рисунками по всему городу у многих жителей связаны трагические истории. Все вот эти граффити, которые видите за моей спиной, это не придуманные рисунки с вымышленными персонажами. Это портреты реальных людей, но которых уже сегодня нет в живых. Сегодня фестивали граффити – норма для столицы. Дети и взрослые, любители и профи, мужчины и женщины могут самовыражаться за счет своих рисунков практически как им только захочется. Но 10 лет назад все было иначе. И Густаво знает об этом, как никто другой. Раньше граффити были вне закона, но в 2011 году, когда полицейский застрелил моего сына за то, что тот их рисовал, это вызвало большой резонанс в обществе, и поэтому изменили законы. И граффити стали хобби для многих колумбийцев. Так подожди, твоего сына убили, потому что он рисовал? Мой сын рисовал на мосту вместе со своим другом. Подъехала полицейская машина. Они пытались убежать, но их поймали. В ходе допроса мой сын вновь вырвался, и тогда полицейский выстрелил ему в спину. После этого полиция подбросила ему пистолет и пыталась выставить все так, будто мой сын был сам виноват. Его пытались спасти, но врачам не удалось. Мы до сих пор судимся с полицией. Никто из жителей Боготы не захотел на камеру рассказывать о своем реальном отношении к полиции. Но практически все в один голос говорят, что слабо доверяют правоохранительным органам, так как некоторые из них вершат самосуд. И история с 16-летним Диего тому яркое подтверждение. А ты его видел когда-нибудь? Глаза в глаза. Ты смотрел ему? Мы несколько раз с женой были с этим полицейским на личной встрече. Он плакал, каялся, молил его простить. Мы простили его. И тогда адвокат начал просить снизить ему срок и смягчить наказание. Но тут мы отказали. И с этого момента раскаяния и слезы у полицейского кончились. Скажи мне, то есть как бороться там против бандитов? Ну, понятно, знаешь, можно обратиться в полицию, там, я не знаю. А как бороться в государстве против полиции, которая вот так вот незаконно убивает просто людей, детей? Вообще это возможно? Это реально в Колумбии? Тяжелая борьба. Так как в этом деле были замешаны самые высокие чины, нам с женой, нашему адвокату и полицейским, ставшим на нашу сторону, угрожали, и даже были неоднократные покушения. Поэтому каждый из нас ходит с охраной. В итоге суд оказался на стороне родителей Диего. Виновного полицейского спустя 5 лет после трагедии приговорили к 37,5 годам заключения. Но в 2016 году перед завершающим судом он скрылся, и его так и не нашли. А какой был ваш сын? Расскажите. Он был счастливым 16-летним парнем. Он танцевал, играл на гитаре и даже сочинил для меня песню. У него было огромное чувство сострадания. В 9 лет он разбил свою копилку, разделил на несколько горок монеты и сказал, что это мы раздадим тем, кто просит милостыню на улицах. А как вы с женой справились? Как вы смогли вот жить дальше? Как вы живете? Вот просто вот для других людей, чтобы понять, насколько это вообще возможно жить дальше после такого. Это было тяжело. Родители не должны хоронить своих детей. Это неестественно. Я помню, ходил по городу, видел родителей с детьми, и слезы начинали литься градом. Нас с женой спасла колоссальная поддержка людей. И когда мы увидели первые задержания и сдвиги по нашему делу, это придало нам сил. И с того момента мы нашли новый смысл жизни – поддерживать и помогать тем, кто оказался в похожей ситуации на нашу.
Каждый из нас нуждается в любви, в поддержке, в заботе. И порой вовремя протянутая рука помощи, доброе слово, объятие или телефонный звонок может оказаться самым настоящим спасением. Жизнь всех нас так или иначе испытывает на прочность. Так давайте же поможем друг другу пройти через любые испытания. Living the good life. I'm gonna live the good life. I wanna get lost tonight. Get on a one-way flight out of here and start living the good life. Well, let's get lost tonight. Кто бы что ни говорил, Богота – современный и чистый город с открытыми и добрыми жителями, очень вкусной кухней и прекрасным кофе. Да, тут действительно не все так гладко, но и не так страшно и плохо, как многие пишут. И пусть на какие-то вещи местные жители давно закрыли глаза, за свою безопасность они борются каждый день и знают, что для этого необходимо Улучшить уровень жизни, Победить безработицу. улучшить качество образования, наконец построить метро, давать людям больше возможностей, следить за своим поведением. Относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Мы можем гнаться всю жизнь за богатством, признанием, успехом, любовью. Но если остановиться и задуматься, то ты понимаешь, что в жизни главное совсем не это. Порой достаточно понимать просто, что мы и наши близкие здоровы, и нашим жизням ничего не угрожает. Так же, как и жизням других.